Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить шорты на резинке с подворотом внизу. Шорты я буду шить из трикотажной ткани. Для этого я использую выкройку штанов, ссылку на которую я оставлю внизу в описании. Я уже предварительно перенесла нужный мне размер выкройки на прозрачную бумагу, определилась с размером шорт и добавляю к низу еще 7 сантиметров на подворот. Шортики я буду шить без карманов. Теперь прикладываю выкройку к ткани, обвожу, также добавляю по всем срезам по 1 сантиметру на припуск и вырезаю. Теперь складываю лицевой стороной передние половинки шорт и сшиваю по среднему срезу. Точно так же делаю и с задними половинками. Складываю лицевой стороной вовнутрь и тоже сшиваю по среднему срезу. Теперь сшиваю боковые срезы и шаговый шов. Для того, чтобы пояс был немного присборенный, я решила удлинить выкройку пояса, и она у меня равна длине окружности шорт. Теперь я складываю пояс лицевой стороной вовнутрь и сшиваю по краю. Теперь выворачиваю пояс на лицевую сторону, складываю пополам и делаю кулиску. Отступаю сверху 1 сантиметр от сгиба и снизу 1,5 сантиметра и прокладываю 2 параллельные строчки. Снизу оставляю незашитыми пару сантиметров, для того, чтобы потом продеть сюда резинку.
Я уже отрезала нужный мне размер резинки, одеваю булавку и продеваю в кулиску. Сшиваю резинку и зашиваю отверстие. Вот такая у меня получилась резинка. И теперь мне осталось пришить резинку к шортам. Теперь ставлю отметки на шортах и на резинке. По этим отметкам скалываю шорты с резинкой и сшиваю на оверлоке. Мои шорты практически готовы, и мне осталось сделать подворот внизу. Я уже приутюжила подворот, и теперь закреплю его на швейной машине с одной и с другой стороны. Пришиваю бантик на пояс, и мои шорты готовы. И вот такие у меня получились шортики. Теперь иду мерять их на Сашу. На этом все. Я с вами хочу попрощаться. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться на канал. Если есть вопросы, пишите. А я с вами прощаюсь. Всем пока.